Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем чтение героического эпоса «Манас». Как я говорил вам в предыдущих передачах, на основании варианта Сагынбая Оразбакова мною был написан пятитомный роман на кыргызском языке в прозе. Вот они, вот эти книги стоят передо мной, перед вашим взором все эти книги. Вот, пожалуйста, вот эти книги все. И после этого я провел через экспертизу Академию образования и Министерства образования. В настоящее время этот мой роман включен в школьную программу в качестве дополнительного учебного материала при изучении эпоса «Манас». Затем я свою же книгу, все 5 томов, перевел на русский язык. После этого также провел их через соответствующую экспертизу, и в настоящее время русскоязычная версия романа также включена в школьную программу при изучении эпоса «Манас». Кроме этого, я открыл специальный интернет-сайт romanepos.com, где выставил на продажу оба варианта указанного произведения. Также мною издается газета «Роман Эпос» бумажная, мною подготовлена и включена в школьную программу учебные тетради по моему роману, учебные, рабочие тетради для 8 класса кыргызской школы, для 11 класса. Ну и, наконец, чтобы популяризировать дальше эпос «Манас», свой роман, я открыл YouTube-канал, в котором каждый день коротко рассказываю об эпосе «Манас» и читаю свое произведение. Кто хочет приобрести книги, может зайти на сайт и приобрести электронные версии моей книги. Для удобства своих зрителей я также сейчас снабдил каждое видео субтитрами. В настоящее время я выпускаю субтитры на 27 языках мира. Это английский, арабский, китайский и другие наиболее распространенные языки мира. Если вы хотите содействовать распространению эпоса «Манас», я прошу вас делать репост этого видео, рассказать о нем вашим друзьям, знакомым, родственникам, чтобы они тоже смотрели эти видео, слушали мои чтения романа на соответствующем удобном для них языке субтитров. Вот и все пока, что я хотел вам рассказать. А теперь я продолжу чтение своего романа. Жакоб еще раз выпил кумыса и рассказал жене все, что произошло в пути. Когда он закончил свой рассказ, Чиерды с изумлением уставилась на него. «Этот старик дурак или нормальный?» – рассердилась она. «Как он мог спокойно, как ни в чем не бывало, возвратиться обратно, бросив сына в степи? Как может со спокойным сердцем сидеть
безмятежно пить кумыс. Что ты за идиот, подняла шум Чиерка. Единственного ребенка, данного мне Всевышним, ты не смог как следует воспитать. Затем, под предлогом, что монах остепенился, отдал слуге ошпору и унизил его, а теперь оставил одного в степи, утверждая, что монах убил калмака и сошел с ума. Тебе что, он надоел? А что я должен делать? Попытался оправдаться Жак. Монах не позволил себе поймать и убежал. О, моя бедная голова, разрыдалась Чиерка. Неужели я останусь одна денешенька на белом свете, лишившись единственного сына и не увидев его силуэта? Не надо, старуха, не плачь, стал утешать жену Жакоб. Даст Бог, монах целым, невредимым вернется домой. Вместо того, чтобы успокоиться после этих слов, старуха еще больше разозлилась и подняла крик. Пропади ты пропадом со своим табуном. Почему ты один прибежал домой? Почему не гонялся за монахом, пока его не поймал и не привел ко мне, живого или мертвого? Если монах умер, я сказала бы, что такова Божья воля, покорилась судьбе. Или бы не дал ему сбежать и удержал его. Какой ты негодяй, что бросил монаха, какой бессердечный, насытившись сыном человек. Наверное, до сих пор калмаки поймали моего ненаглядного сыночка, зарезали его и оставили меня в горе. Еще больше разрыдалась Чиерка. Не плачь, приди в себя. Жак стал гладить руку жены, чтобы утихомирить ее. Не надо гладить меня, в бешенстве крикнул Чиерка. Я тебе не кошка, не пытайся меня обмануть и немедленно найди монаха. Откуда я его найду? В свою очередь начал сердиться старик. Где хочешь, там и найди, заревела Чиерка. Со злостью Жак хотел резко ответить ей, но затем сдержался. Ладно, старуха, мягко проговорил он. Сейчас уже поздно. Сегодня отдохну и завтра с утра пойду искать монаха. Нет, гневно заорала Чиерка. Ты пойдешь искать ребенка не завтра, а прямо сейчас. Жена, Жак, снова начавший злиться, с трудом сдерживал себя. В темноте я не то что монаха, даже кошку не найду. Поэтому я пойду ее искать завтра рано утром. Нет, ты пойдешь сейчас, со злостью повторила старуха. Как ты можешь спокойно спать дома, бросив ребенка на произвол судьбы? Никуда я не пойду. До самого вечера не осталось ни одного ущелья, холм, где бы я не искал монаха. Поэтому я очень устал. Сейчас отдохну, а искать его пойду завтра. Тебе что, не нужен ребенок? Нужен. Но из-за него я не собираюсь в темную ночь погибнуть, слетев с обрыва, или стать пищей для волков и шакалов. Тогда что, монаха должна искать я, будучи женщиной? Не ищи, отдыхай. Сам его завтра буду искать. Нет, я сейчас пойду искать сына. Делай, что хочешь, жена, со вздохом произнес старик. Я устал спорить с тобою. Если хочешь, ищи монаха. Не хочешь, не ищи, а я буду отдыхать. Жак действительно снял с себя запыленный красный верблюжий халат, тюбетейку, сапоги и лег в постель. Чиерка с ненавистью посмотрела на него. Убедившись, что у старика нет ни малейшего желания искать монаха, она вышла на улицу и посмотрела на дорогу, по которой он приехал. Но сына нигде не было видно. Не зная, что делать, довольно долго Чиерка стояла на улице и продрогла от дующего с гор прохладного ветерка. Нет смысла так стоять, тяжело вздохнула она. Возьму коня мужа, выйду на дорогу, узнаю, жив или нет монах. И если он попал в руки калмаков, лучше мне умереть, чем выносить такие страдания. Старуха пошла к табуну Камбарбоза и отвязала стоявшего в стороне жеребца Устайляха.
Когда она села на него, внезапно из дома вышел Жаков. «Ты куда едешь?» Взяв за поводья коня, сердито спросил он. «Я не устала от сына, как ты?» — огорченно ответил старик Кучерля. «Ворона называет сына беленьким, а ежик мягким. Они заботливо воспитывают своих детенышей и охраняют их от врагов. Ты не смог быть, как они, оставил своего единственного сына среди врагов. Но если тебе не нужен Манас, он нужен мне. Пока не узнаем, жив или мертв Манас, обратно домой не вернусь. Прочь с дороги!» Черли с усилием вырвал из рук Жакова поводья Башлайдака, галопом понеслась искать Манаса. У уцелевших от рук Манаса 6 калмаков 2 получили переломы рук. У одного выскочила нога, а у 3 разбиты головы. Они своими глазами увидели лежавшего мертвым Кортука. Запыленные, окровавленные, калмаки добрались до своего аила, расположенного возле реки Арсаман. Когда они навзрыд расплакались, рассказали обо всем, их односельчане страшно переполошились. Решив убить всех кыргызов и отобрать у них весь скот, они разослали во все концы концов и начали собирать большое войско. Об этих намерениях калмаков Жаков сообщил брат Саламата Сарбану. Несмотря на то, что было поздно, стал накрапывать дождь, чтобы спасти сородича от истребления, он набросил на себя теплый синий верблюжий халат, на голову надел лисий малахай, на ноги натянул мягкие красные сапоги, оседлал самого быстрого коня в своем табуне и немедленно вышел в путь. Когда он приехал, Жаков сидел дома, расстроенно размышляя о том, куда же подевались его жена и сын. Когда с улицы вошел Сарбан, в знак уважения, он встал с места. «Проходи, Сарбан», — сказал старик, — «присаживайся». «Спасибо», — ответил высокий, желтолицый, худощавый, скуластый Сарбан и уселся рядом Жаков. «Бай, я пришел с плохими вестями. Слушаю тебя». Оставшиеся живыми 6 товарищей Кортука добрались к своим односельчанам. Когда они рассказали о том, с чего натерпелись от Манаса, калмаки решили убить главу аила, забрать табун лошадей и наказать вас. Они отправили гонцов, чтобы оповестить об этом всех сородичей. От этого сообщения Жаков смертельно побледнел. У него сердце заколотилось сильнее обычного и чуть не подскочило кровяное давление. Но он не подал и вида, что испугался. Сделав глоток из чаши с кумусом, Жаков вопросительно посмотрел на Сарбана. «Когда калмаки намереваются напасть на нас?» — как можно спокойнее спросил старик гостя. «Завтра, в полдень». Как бы говоря, что все понял, Жаков кивнул головой и, сделав еще 2-3 глотка кумыса, поставил чашу на место. «Видать, калмаки очень сильно разозлились», — сказал он задумчиво. «Если мы все не объединимся, они могут полностью уничтожить нас». «Вы правы, бай». Поглаживая бороду, накинув на плечи красный халат, Жак надолго задумался. Наконец он поднял голову и обратился к Сарбану. «Ты сейчас поедешь к Акбалте, Бердике, Дамбулде, Саламату, Ошкуру, Казаху, Карабеку, богатырю Чуро из Найманов, Байбаку из Конуратов, Айдаркану и передашь от меня привет. Скажешь им, что враг на пороге, и мы просим помощи у всех. И если мы объединимся, никто из нас поодиночке не сможет устоять против взбесившихся калмаков. Когда враги осаждают, как они могут спокойно лежать дома?» «Слушаюсь, бай», — ответил Сарбан. «Я всем в точности передам ваши слова».
После отъезда вестового Жаков снова стал волноваться. Что случилось с Чирде, уехавшей на пустой лавке? Встревоженно думал он. Как будто мне не хватало других забот. Моя старуха со своим гонором, кажется, доконает меня. Вспомнив о том, что сын сбежал и пропал без вести, Жаков стал молить Всевышнего. О, Боже, если ты заберешь у меня весь скот, имущество и мою душу, я согласен, лишь бы монах остался жив. В это время Чирде, плача на взрыв, объездила до единого все близлежащие горы, скалы, овраги и ущелья. Вымокнув до нитки под проливным дождем, она всю ночь искала сына, но не нашла его. Когда рассвело, старуха перевалила через высокий хребет и наткнулась на широкую степь, с двух сторон окруженную горами. Там паслись огромные табуны. Это чьи лошади? Удивленно подумал Чирде. Возможно, охраняющих конюх и знает что-нибудь о сыне. Надо спросить у них о монасе. Когда, приняв такое решение, она подошла к лошадям, внезапно перед нею выскочил конный монас. Увидев ее одну в таких безлюдных местах, он оторопел. «Мама!» – встревоженно воскликнул монах. «Что случилось? Куда ты едешь на коне отца? Твои глаза опухли, как будто ты плакала. Кто тебя обидел?» Сынок, увидев монаса живым и здоровым, от радости расплакалась Чирде. Жаков, который обещал привезти тебя домой, один приехал в Аил. Монас избил калмаков, напавших на лошадей, убил их главаря, сошел с ума и сбежал. Сообщил он мне дурную весть, после чего я вышла искать тебя. Слава Богу, я тебя нашла целым, невредимым. А теперь поехали домой, сынок. Что нам делать здесь? Мольбой посмотрела на сына мать. Я согласен, мама, ответил монах. После этого он выехал на вершину горы и громко позвал Имана. «Я здесь!» – отозвался конюх с другого конца табуна и немедленно примчался к нему. «Иман, сколько у тебя лошадей?» – спросил монах. 8500. Тогда сделай так. Если калмаки придут, вы не сможете им противостоять. Поэтому гоните лошадей в их Аил. Пусть они не смогут их сразу собрать и измучаются». Увидев, как конники погнали коней в сторону Аила калмаков, монах вместе с матерью отправился домой. Чирде украдкой взглянула на него и увидел, что ее сын вовсе не расстроен за то, что убил калмака, повесил на отца выкуп и лишил его изрядного количества лошадей. Как бы они ни спешили, матери и сын не суждено было спокойно добраться до дома. По дороге повстречались 7 калмаков, ехавших забрать на верблюде труп Кортука. Среди них находился один из тех, кто сражался с монахом. Высокий, худощавый, рыжий, с редкой черной бородой Тарган. Когда вспоминал Кортука, зазря погибшим, он от обиды и бешенства не находил себе места. «Мать твою, Бурут!» – выругался про тебя Тарган. «Что это за оказия, что мы вдесятером не смогли одолеть какого-то паршивого мальчугана? Прямо обидно становится. Ну, погоди, Бурут, когда все соберемся и нападем на ваш Аил, вот тогда ты узнаешь, каково это поднимать руку на калмаков». Перед Тарганом, изливавшим свою жертву на монаса, внезапно выехала на коне Чирде. Вот, уважаемые товарищи, наше время подходит к концу. Я желаю вам всего наилучшего. До свидания, до новых встреч.